Сама тема была продиктована организаторами для того, чтобы как можно больше интересного в одно, как бы сказать, включить. С такой вот структурной связью будет тема облика, тема костюма. И это важная тема. Я скажу, в чем коварство этой темы заключается применительно к морскому костюму. Вот эта книжка о капитане Врунгеле Некрасова, она, Андрея Сергеевича Некрасова, для многих стала в детстве одним из первых знакомств с такой морской тематикой и парусной тематикой, потому что капитан Врунгель идет на парусной яхте вокруг света, а парусная тематика — это такая романтика, это вот отсылка в какое-то прошлое. Хотя на этом материале вывод, что люди очень быстро забывают то, что уходит в прошлое. То есть когда произошел переход от парусов к пару, уже в 80-е годы XIX века, то есть буквально через 25-30 лет после ухода чисто парусного судоходства, при том, что в 80-е годы оставались еще и парусные суда, даже без паровых машин, они еще функционировали, но начали просто катастрофически быстро забываться реалии парусного флота. И даже Стивенсон в «Острове сокровищ» описывает не 18-вековую там парусную шхуну, а описывает реалии начала второй половины XIX века. Это очень любопытно, потому что потом еще возникло такое ощущение, что вот сейчас мы живем в эпоху прогресса, у нас вот тут одна паровая машина, другая, потом турбина, потом электричество, потом еще что-то. А до этого вот как было там при Нельсоне, так же было и при Колумбе. И также примерно было там и до этого. И не было никакого прогресса. На самом деле парусный флот развивался интенсивно, но не с такой скоростью, конечно, как паровой. Но, тем не менее, между Петровской эпохой и эпохой Нельсона прошло 100 лет, а разница была очень большая. И моряк Петровского времени, попавший на корабль эпохи Нельсона, конечно, быстро бы разобрался, что здесь происходит, но удивился бы, насколько по-другому многие вещи выглядят. И здесь я привел такую параллель, но поскольку я турист со стажем, вот как выглядело туристическое снаряжение в 90-е годы и как оно выглядит сейчас. Это две разные планеты, потому что сейчас в мире там анатомических рюкзаков, каких-то каркасных палаток, там, пуховых спальников, когда вспоминаешь, с чем ты начинал вот в 90-е годы, непонятно вообще, как ты сам вот в этом всем выживал. А если отмотать в 60-е годы, то вообще непонятно, как люди могли с этим снаряжением куда-то ходить. А тем не менее, они ходили. И веревки еще были органические, а не синтетические. И вот этот пример показывает, как быстро может развиваться какая-то сфера, даже если в ней нет мотора, а есть, казалось бы, такая же палатка, такой же спальный мешок, такой же рюкзак, но не такой же. Рассказ о капитане Врунгеле интересно еще тем, что изначально это был комикс. Вообще, первая публикация в журнале «Пионер» — это был вот натуральный комикс, то есть картинки с очень коротким текстом. И только когда стало понятно, что это популярная история, решили издать книжку и решили добавить текста, потому что идея манги в Советском Союзе там, в 1938 году еще не существовала. Это то, что называется визуальный роман сейчас. Но Врунгель — это может быть первый, во всяком случае, один из первых русских визуальных, если не романов, то повестей. И иллюстрации играют здесь огромную роль. И вот именно первый вариант иллюстраций — это не меньшая ценность, чем сам текст Некрасова. Потом капитан Врунгель зажил собственной жизнью. Был снят и мультфильм очень популярный, было сняты фильмы по мотивам. Даже была выставка в Центральном военно-морском музее в декабре 2019 года. То есть это значит, что литературный герой обрел плоть и кровь. Если в честь него устраивают выставки в историческом музее, это значит, что проект удался. Сразу же возникло две противоположные рецензии, но есть мнение, что это было частью пиара, потому что тогда слова «пиар» не было, но люди уже знали, как это работает, и если одна рецензия была ругательная, а другая хвалебная, то сразу же можно было сыграть и на скандале, и на такой вот положительной рекламе. Ну а кроме того, учитывая, что власть живо интересовалась литературой, сразу же можно было подстраховаться. Если понравится, то есть хвалебная рецензия. Не понравится, сразу можно было сказать, что вот смотрите, мы сразу же все это поругали. Вообще, кстати, это интересное соображение по поводу цензуры, по поводу свободы творчества. И есть две ситуации, на мой взгляд. Либо писатель, историк нужен обществу и власти, и тогда за ним внимательно следят, его ставят в рамки, но подкармливают. Либо историк, писатель не нужен власти, и тогда он делает все, что угодно, но его не подкармливают. Мы пережили уже вот эпоху, когда до 91 года, когда вот историк, скажем, был нужен, потом историк 30 лет был не нужен,
теперь историк снова стал нужен. Это такие циклические повороты. И на самом деле я-то думаю, что ограничения не являются, ну, скорее на пользу идут. Это у Артемия Лебедева была такая мысль, что если дизайнеру дать все краски мира и любое время, он ничего не создаст. А если связать руки и дать только черную и белую краску, и, знаешь, вчера еще нужно было, вот тогда есть шанс, что он что-то сделает достойное. И так в любом творчестве. То есть ограничения, наоборот, стимулируют творчество, а не подавляют его. И история литературы, и живописи, и скульптуры, и архитектуры прекрасно об этом свидетельствует. Как только возникает ситуация полной свободы, тут же почему-то творческий процесс перестает идти. Но это такое общее соображение. Прототипов Врунгеля можно искать бесконечно. Это бессмысленный процесс, потому что, конечно, это обобщенные образы. И, безусловно, Некрасов отталкивался от каких-то своих знакомых. Тут можно прототипов Врунгеля несколько найти. Ну, а что касается Лома и Фукса, то очевидно, что это говорящие фамилии. Может быть, под Ломом был зашифрован друг Некрасова Иван Ман. Ман был переведен на французский и получился Лом. Что касается Фукса, то это вообще, скорее всего, такой, как бы сказать, классический персонаж авантюрного произведения. Такой хитрец, который сам ошибается на каждом шагу, но пытается при этом хитрить. Ну, это вот типичный такой персонаж для разного рода произведений. Тут любители даже нарисовали маршрут капитана Врунгеля. Он даже читается, то есть, ну, он немножко такой залихватский, конечно, но в целом можно проследить его по точкам, можно выстроить последовательство маршрута. И характерно, что этот маршрут ведет из Советского Союза в Советский Союз. То есть он из Ленинграда, конечно, отправляется, это читается уже в повести, и приплывает на Камчатку, то есть по самому, или приезжает на Камчатку. Внутри Советского Союза вот это путешествие не происходит, то есть его принцип повести в том, что это заграничное путешествие, и приключения происходят за пределами Советского Союза. Это тоже любопытный прием, когда герой переносится в какой-то, ну, чуждый мир, вот, в котором он органично смотрится. Ну и, конечно, облик самих персонажей, он был таким, чтобы он считывался. То есть, конечно, капитан Врунгель должен быть узнаваемый, на нем вот морской китель с преувеличенным количеством нарукавных нашивок. Если перевести эти нашивки на звание торгового флота или военного, то он там будет сверхадмирал такой. Это широкие нашивки. Но, в принципе, можно пофантазировать, конечно, если считать, что это средние нашивки. Их тут на Врунгеле получается 1, 2, 3, 4, 5. 4 нашивки — это капитан парохода в торговом флоте. Значит, ну, 5 — это уже такой прямо капитан с присыпкой. Потому что дальше начинались, по идее, после 4 средних 1 широкая нашивка уже. По военному это капитан 2 ранга, 4 средние нашивки, а 1 широкая капитан 1 ранга. Возможно, художник сознательно это сделал. Выведен, ну, в такую абсурдную плоскость с точки зрения его звания, для того, чтобы не возникало слишком прямых параллелей. Ну и морская фуражка с крабом, вот этот китель, все это узнаваемые образы моряка 20 века. Вот тельняшка на ломе, который вот там находится. При этом Врунгель попадает в совершенно реальный мир. И эскадра адмирала Дона Канальи — это франкистская эскадра, которая участвует в гражданской войне в Испании. Ну, а это крейсер «Болярес», ну, или «Канариас», там было 2 тяжелых крейсера, наиболее крупные корабли франкистского флота. Если посмотреть на иллюстрацию, то можно даже найти перекличку. Вот фотографии этого реального франкистского крейсера с тем, что нарисовал художник, потому что иллюстрации 1937 года. И художник находился вот в той эпохе, о которой он и писал. Ну, а мотив неизвестной подводной лодки — это же обыгрывается история с нападениями итальянских подводных лодок на советские пароходы, идущие в Испанию, когда официально заявлял, что неизвестная подводная лодка. И вот Врунгель выступает в роли вот этой самой неизвестной подводной лодки и пугает франкистскую эскадру. Так что он оказывается в абсолютно исторически обоснованных обстоятельствах. Ну и когда они попадают в итальянскую Эритрею, там меня поразило, когда я вот работал над этим материалом, насколько художник четко отразил итальянские реалии. Вот эта вот фотография итальянского фашистского милиционера чернорубашечника,
Вот он узнаваемый, конвоирует команду Врунгеля еще и с характерным ножом, который был одним из атрибутов чернорубашечников. Но и вот эти вот итальянские шлемы тропические на солдатах, на рисунке из книги, посвященной итальянской форме времен Второй мировой войны, пожалуйста, они хорошо видны на персонажах, изображенных на иллюстрации капитану Врунгелю. Так что эти иллюстрации сами по себе гораздо ближе к исторической реалиям, чем можно было бы подумать, что они воспринимаются просто как рисунок, а на самом деле нет. И, конечно, здесь охарактеризованы герои через костюм, потому что капитан Врунгель в капитанском кителе, матрос Лом в тельняшке, а Фукс в какой-то сборной одежде, потому что он попал на судно с берега, и у него нет вот комплекта морской одежды. Это тоже важно для понимания роли и места героев. А когда они оказываются на японском линейном корабле, там такие в треуголках японские адмиралы, вот фотография японского адмирала в парадной форме, и тоже основные элементы, эполеты, треуголка, переданная орденская лента изображены на японских адмиралах на палубе этого линейного корабля. Опять же, характерно, что японцы занимают большое место в приключениях капитана Врунгеля, потому что конфликт с Японией в конце 30-х годов для Советского Союза был очень актуален. Кстати, вопрос об спасении китов, в нем Япония и тогда, и сейчас занимала особую позицию. И Япония — это одна из немногих стран мира, которые не подписали до сих пор Конвенцию об охране китов, и до сих пор они добывают китов для питания. Там в японских школах говорят, что китовым мясом кормят детей, и считают это очень полезным. И японцы и в 30-е годы тоже всячески сопротивлялись первым шагам, направленным к охране китов. Так что и здесь обыграна реальная история. Вот там еще есть шутка о том, что у кита удлиненный череп, он истинный ариец, но это уже, как бы сказать, в сторону расовой теории Гитлера такой намек, но смешной вполне, да, и это в те времена тоже было вполне смешной шуткой, когда... Но любопытно, что, скажем, относительно Германии Некрасов никак не высказывается критически, ведь Врунгель заходит в Гамбург и оказывается... контактирует с Гагенбеком, вот с этим зоопарком, но в отличие от таких выпадов против итальянцев и японцев, в отношении Германии Некрасов сохраняет такой нейтралитет. Это любопытно тоже, вот почему так получилось, хотя тут нельзя грешить на Советско-германский пакт о ненападении 1939 года, потому что 1937 года само по себе произведение. Но возможно, что все-таки излишней политизации как-то старались избежать и не перегрузить, не сделать политинформацию из приключений капитана Врунгеля, хотя все равно эпоха диктовала. Но и бытовые есть моменты любопытные. Кстати, заметьте, что вот это справа иллюстрация, как Врунгель и Фукс приезжают на Гавайи на досках, и публика изображена так, как выглядела санаторная публика в Советском Союзе, тогда как настоящие гавайские отдыхающие выглядят так на верхней фотографии. Там уже появились эти слитные купальники и такие мужские плавки минималистичные, но они еще не завоевали Советский Союз, и любопытно, что художник вот показал эту публику, тут все мужчины в майках, потому что, видимо, предполагалось, что вот так должен пляжный отдыхающий выглядеть, а не так, как уже начали носить в Соединенных Штатах. Еще одна вещь, которая сейчас выглядит, может не считываться, это тема человеческого зоопарка, которая прямо поднята в «Капитане Врунгеле», а это было частью европейской, вообще, сказать, североамериканской реальности 30-х годов. В Бельгии до начала 60-х годов существовало такого рода заведение, где демонстрировали представители разных, так сказать, отсталых, в кавычках, народов и диких народов в условиях, напоминавших вольер, где ходили публика, смотрела вот на них. Эта фотография наверху слева — это такой человеческий зоопарк. Внизу это рекламная афиша такого заведения, а справа это иллюстрация из «Капитана Врунгеля». В общем, замечу, что еще смягчены эти условия, то есть этот вот абориген за барьером таким находится, а там прямо клетка вполне себе обезьянья, и это не вызывало никакого диссонанса. Но в Советском Союзе это уже резко осуждалось как проявление расизма. Но вне Советского Союза это никак не осуждалось. К вопросу о том, что наша страна в 30-е годы действительно была одной из самых прогрессивных, если не самой прогрессивной страной в мире,
с точки зрения вот борьбы с расизмом, с точки зрения прав женщин, с точки зрения прав трудящихся, там многих других моментов, к которым на наш уровень страны Запада подтянулись там в 60-е годы только 20 века. Ну и, наконец, отсылки к Джеку Лондону, конечно, есть в «Капитане Врунгеле», совершенно явные, вот эти гонки на собаках или на оленях, в общем, непонятно на чем. Понятно, что это в рассказах о Смоке и малыше, там прямо есть несколько рассказов, где подобные сцены есть. И слева иллюстрация как раз к одному из рассказов Джека Лондона, а справа две иллюстрации к «Капитану Врунгелю». Ну и они к тому же еще воскрешают историю, которая тогда не была сформулирована научно, о наличии Берингового моста. Концепция Берингового моста появилась чуть позднее, о том, что в свое время из-за понижения уровня Мирового океана Аляска и Чукотка соединялись. И именно таким образом предки индейцев и попали в Америку. Тогда в явном виде теория это не была сформулирована, но Врунгель вот по льду осуществляет аналогичный переход в другую сторону и оказываются уже в Советском Союзе. И здесь, опять же, элементы костюма играют большую роль, потому что у Врунгеля вон там тулуп такой, ну или какая-то меховая такая традиционная одежда народов Севера. У его сотоварищей тоже какие-то элементы такого полярного костюма. Элементы одежды являются важным кодом, который позволяет нам понять, кто эти герои, чем они занимаются, и нарисовать такую вот законченную картину. Ну, а теперь перебросим мостик в XVIII век, и если бы мы с вами увидели моряка XVIII века сейчас, мы бы его не узнали. То есть ни одного элемента костюма, который бы считывался как морской сейчас нами, в костюме моряков XVIII века не было. Вот это моряки XVIII века. Нет тельняшки, нет бескозырки, нет брюк-клёш, нет рубахи характерной, нет бушлата, нет, вообще ничего нет. Парадоксальным образом вот этот морской костюм классический, который мы с вами легко считываем, появляется тогда, когда парусный флот умер. Он формируется в 60-е, 80-е годы XIX века. Окончательно, в России, если брать, он сформировался в 1882 году, когда вот весь комплект бескозырка, тельняшка, рубаха были приняты для снабжения моряков с воротником с 3 узкими полосочками. Кстати, забавно, что это чисто декоративный элемент, но в каждой стране есть своя легенда о том, какие 3 великие победы нашего флота эти 3 полосочки означают. Даже в Дании есть своя версия 3 великих побед датского флота, которые означают 3 полосочки. На самом деле это просто 3 красивые узкие полосочки. Глубинного смысла никакого они не имеют. Так же, кстати, как и количество полос на тельняшке вообще ничего не означает. Оно зависит от роста моряка, хотя есть там целая конспирологическая теория, что это какая-то фуфайка бретонских матросов, которые хотели быть похожи на скелеты для того, чтобы морской дьявол увидел, что это свои, потому что они уже мертвые, они уже скелеты, что их убивать? И оставил бы их в покое. Но это все, я бы сказал, соблазн простых и красивых объяснений. Существует целое, в филологии, целое такое бедствие под названием «народная этимология», когда люди слышат или видят название реки Ворскла, не понимают, что это за странное слово в контексте русского языка, и рождается легенда о том, что Петр I уронил подзорную трубу и назвал в реку, и назвал эту реку Ворстекла. Ну, а поскольку стекло, оно типа скло, там, зачем там лишние буквы? Вот будет Ворскла. Или там река Карповка в Петербурге, значит, в ней водились карпы. Но то, что карпы в проточной воде не водятся, это не важно, потому что это противоречит простому объяснению. И вот подобного рода простые, понятные объяснения, они, везде существуют. Ну и в частности, морской костюм тоже может объясняться через эти простые и понятные вещи, но они абсолютно неправильные, они поверхностные. Это все французы, конечно. А вообще, современный матросский костюм бескозырка белая в полоску воротник в значительной степени во Франции сложился. И та же тельняшка, например, это вязаная фуфайка, нечто вроде свитера, потому что она была вообще изначально полушерстяная, которую носила золотая молодежь парижская, которая увлеклась греблей на сене. И у импрессионистов есть, помните, там все эти кафе-лягушатник, где сидят там девушки, эти молодые люди в шляпах канатье, и в таких с рукавами или без рукавов полосатых в широкую полоску свитерах,
Это вот непосредственный предшественник тельняшки. И на французском флоте она была введена, но с широкими полосками. У нас в 70-е годы 19 века она была введена с узкими синими и широкими белыми полосками. Белая была в 3 раза шире синей. А уже после русско-японской войны появилась тельняшка современного вида с одинаковой ширины полосками, опять же, чисто эстетически. А англичане понимали, что нельзя за французами идти, поэтому у них была белая тельняшка с синей окантовкой вокруг воротника, и так она до сих пор осталась белая. Но гюйс изначально это воротник белой рубашки. Матрос был одет как капуста, и он таким был до 50-х годов 20 века. Вот когда на кораблях командование осознало, что на кораблях появилось отопление, и можно матроса немножко, ну, как бы менее капустно одевать, вот тут экономию включили. И появился престижной гюйс. Потому что изначально он был наглухо пришит к белой полотняной рубашке, и матрос должен был быть одет в тельняшку. Сверху белая полотняная рубашка, на которой был пришит синий воротник и синие манжеты. Почему их пришивали? Потому что иначе бы белый воротник был бы сильно грязный от шеи матроса, и форма воротника менялась. То есть он был чуть меньше в свое время, и изначально это была просто рубашка со стоячим воротником, которую носили расстегнутой и отвернутой. И стоячий воротник, будучи отвернутым, имеет такую подпрямоугольную форму. Потом его немножко эстетизировали и довели до правильного прямоугольника. И изначально, когда в 60-е годы 19 века эта рубаха у нас появилась, на ней была одна широкая белая и одна узкая белая полоска. А потом уже в 80-е годы решили, что 3 узкие полоски будет красивее. Это было просто элементом общеевропейской моды, потому что все перешли на 3 полоски, и в каждом флоте, в английском, французском, даже в датском флоте, есть своя легенда о 3 великих победах, которые символизируют 3 полоски. Но они ничего не символизируют. А в австро-венгерском флоте была уникальная история, но в австро-венгерской армии носили знаки различия на петлицах, на воротнике, а на флоте была уникальная история, матросы носили знаки различия в виде звездочек на углах гюйса. И это было прям вот единственное такое решение в мире. Другого такого не было. И остальные элементы, бескозырка, кстати говоря, это единственный элемент нашего матросского костюма, который был придуман в России. Его придумал Александр I в 1810 году. Было это так. Александр I вообще был модный подонок, можно сказать. Он был одним из первых, кто ввел мундир фрачного покроя в армию, потому что это была остромодная история, и фрак рассматривала как спортивная куртка для верховой езды. Это молодежная была история, потому что, извините, мужчина с брюшком смотрелся в этом фраке не очень, а мужчина стройный хорошо смотрелся, и Александр I считал, что у него брюшка точно никогда не будет, поэтому можно... ему же было, когда он вступил на престол, 23 года, он, так сказать, был стройный и не лысеющий еще. Он очень увлекся кивером. Это был модный головной убор. Это из войлока такой цилиндрический или слегка в виде расширяющегося цилиндра головной убор, который прямо завоевал все европейские армии эпохи. И Наполеону он очень нравился. И, кстати, наш кивер 1807 года, 9 года, это копия французского кивера, потому что во время переговоров в Тильзите Александр I там увидел, как это все устроено, ему страшно понравилось. Наполеон ему подарил там кучу образцов, и Александр потом все это вводил. И эполеты как раз появились после этого, тоже по французскому образцу, и немножко изменился кивер. И Александру Первому в целом нравился какой-то цилиндрический головной убор на голове военнослужащего. А вне строя носили еще практически Петровского времени такие фуражные шапки, которые выглядели как ночной колпак, со свисающим таким на сторону концом треугольным. Но они были легкие, удобные, их сложить было можно удобно, плоско. Никто не возражал против них из солдат. Но солдат мнение никого не интересовало, Александр I начал экспериментировать. И он начал превращать эту фуражную шапку в какой-то цилиндр. И после нескольких экспериментов он получил бескозырку. Но бескозырку, тулья которой довольно сильно стояла. То есть, не была такой она была симметричной со всех сторон, и она была такая более-менее стоячая. Он ее ввел вместо фуражной шапки, а потом солдаты для того, чтобы сделать ее более удобной, стали вынимать набивку из тульи, и она превратилась фактически в берет такой обвислый с небольшим очельем.
которая крепила его на голову. И в таком виде бескозырка действительно была относительно удобной, а в заграничный поход сделал ее остро модной. Потому что пруссаки, например, рабски копировали русскую форму, и в 20-30-е годы XIX века отличить русского солдата от прусского можно только по элементам, по орлу. Там одноглавый или двуглавый орел на кивере. То есть иногда вот были моменты, когда просто отличия отсутствовали. Ну, кокарда еще была, у нас черно-оранжевая, у них черно-белая, но вот все остальное было пруссаками слизано просто до малейших деталей. А вплоть до того, что у них они пытались ли в гвардии казачий полк сделать, ну, одетый в казачью одежду из немцев. Но у нас же гусары были, по идее, что венгерские всадники, а у нас были и не венгерские. Но не надолго хватило этого прусского казачьего полка, но в целом был интерес острый. И характерно, что только французы были единственными в Европе, кто не перенял бескозырку или фуражку, потому что это вражеский головной убор. И только уже в 20 веке во французской авиации фуражка вот оказалась введена. Так они вот всячески избегали повторения этой формы. Фуражку, бескозырку, точнее, носили и на флоте, и в армии, но с 70-х годов 19 века на флоте она стала единственным головным убором. В армии она ушла в начале 20 века. После русско-японской войны уже все стали с козырьком носить фуражку, и ее она перестала выглядеть без козырка. Ленточки, опять же, есть легенда, что это вечный траур британского флота по Нельсону. На самом деле это просто шляпная лента, которая имела бант. Ну, на шляпах до сих пор есть лента, зачастую с бантом. Изначально она для того, чтобы регулировать объем тульи шляпы. И если вы бант распустите, у вас будет болтающиеся ленты. И это стало модно в начале XIX века в Англии. А потом уже эти ленты кочевали, и в 80-е годы XIX века эти ленты поженились с бескозыркой русской. Хотя до этого только на шляпах матросы носили ленты, но здесь решили вот это объединить. И, кстати, на многих флотах нет бескозырок с развивающимися ленточками. У англичан есть лента с бантом. У французов вообще берет, а не бескозырка на флоте. Но вообще русская и немецкая формы, они были, находились в максимально плотном диалоге. Все время обменивались друг с другом элементами. В дореволюционное время особенно. Кстати, даже и в советское время. Вот этот, извините, дурацкий декоративный золотистый шнур на фуражке офицерской, это чисто немецкое заимствование. Он совершенно нелепый и бессмысленный, потому что подбородный ремень на этом месте должен быть. Но в 70-е годы, когда у нас немножко, такое попугайское направление в советской военной форме начало проявляться, вот его решили, что надо внести. До этого у нас его не было. Что касается брюк, то матросские брюки сохранили покрой с лацбантом, с откидываемым клапаном спереди, традиционный для XVIII века. В XVIII веке ширинка не имела места на мужских брюках, потому что чем дальше, тем больше живот мужчины открывался. И когда перешли к фраку, у него вообще штаны оказались видны, поэтому ширинка здесь была бы неуместна. И лацбант прекрасно закрывал переднюю часть живота. На флоте он по инерции сохранился в нашем флоте до 91-го года. Уже только в наши дни, но это, кстати, мне режет глаз, наличие ширинки на матросах при парадной форме, потому что, ее там не должно быть. Все армии перешли на современный брючный покрой с ширинкой в середине 19 века, потому что это было технологически проще. А поскольку мундир удлинился и стал закрывать, юбка мундира стала закрывать эту нижнюю часть живота, то не возникло проблемы. Хотя, говоря, на ширинке не было долгое время декоративной планки, и пуговицы просто насквозь проходили, и все. И на них смотреть не полагалось. То есть предполагалось, что они будут закрыты сюртуком или мундиром. Теперь перебросим мостик в 18 век. Для начала давайте начнем с источников, потому что, когда художник 18 века писал картину, он писал корабли. Корабли красивые, корабли величественные. Опять же, к концу 17 века флоты военные стали принадлежать королям, они перестали быть морским ополчением, и каждый король хотел, чтобы большие и красивые его корабли были запечатлены для истории, и это было предметом гордости. Кстати, флаги, вы, может быть, подумаете, что они преувеличены по размерам, ничего подобного.
Это абсолютно реалистичный размер. Они были чудовищного размера. Есть документы хозяйственные о заготовке разного рода военно-морского имущества применительно к русскому флоту 30-х годов XVIII века. Там самый большой кормовой флаг 6 на 9 метров. И поднимали их очень редко. Потому что, во-первых, они денег стоили, а довольно быстро истрепывались. А во-вторых, они очень сильно парусили, они мешали управлять кораблем. Поэтому даже днем флаги несли далеко не всегда. И поднимали их только если нужно было... Ну, в бой, понятно, нужно было идти, конечно, красивыми и с флагом. Но если были какие-то непонятные корабли, с которыми нужно было опознать себя, флаг поднимали. Если нет, то нет. Они были вот действительно такого гигантского размера. И это же еще эпоха барокко. Это, ну, шире говоря, это феодальная эпоха, когда нельзя было быть Биллом Гейтсом в рваных джинсах и свитере, стянутом на локтях. Статус человека должен был выражаться через его одежду. Более того, даже если вы не могли позволить себе по-настоящему роскошную одежду, вы должны были сделать вид, что она роскошная. Отсюда история про перевязь Портоса. Помните? Как Д'Артаньян познакомился с Портосом, и тут с ним поссорился, потому что оказалось, что у Портоса сзади перевязь простая, только спереди расшита золотом. И это нормальное поведение человека феодальной эпохи, потому что если ему не хватало денег на роскошь, он должен был сделать вид, что у него есть роскошь. И целью жизни дворянина было не скопить денег и оставить их наследникам. Целью было достойно прожить эту жизнь. Ну и достойно умереть еще в конце. Желательно на поле боя, значит, совершив какой-нибудь геройский подвиг. То есть понятно, что это был моральный идеал, и у нас тоже есть разные моральные идеалы в голове, и мы не всегда им следуем. Ну, знаете, на красный свет все улицу переходят, наверное. Хотя есть, по идее, норма, что не надо. Но моральный идеал важен для того, чтобы представлять себе, что является таким маяком для этого общества. То есть к чему оно, по идее, должно стремиться. И для дворянина главным было не скопить, а потратить. Для короля точно так же. Поэтому корабли должны были быть красивыми. Они должны были быть представительными. Они не могли быть какими-то вот бедно выглядящими. Поэтому резьба, ну, позолота редко, но, во всяком случае, охра, которая имитировала позолоту, яркие краски должны были присутствовать. А людишек почти не видно. Людишки почти не важны вот в этой красоте. Они, конечно, есть, и где-то можно разглядеть там под микроскопом. Вот тут один фрагмент увеличенный, потом второй фрагмент увеличенный. Спасибо художникам конца 17-18 века. Видите, когда не было фотоаппарата, от художника требовалась точность и детальность. В этом смысле фотография освободила художника от тяжелых цепей необходимости изображать реальность похоже. И абстрактная живопись не могла возникнуть до появления фотографии, потому что никто бы не понял такого рода изыск. Тогда художник должен был изображать реальность, и вот он ее изображал. И местами он там, видимо, лупой вооружаясь, какие-то элементы вносил. И спасибо, потому что мы можем тоже вооружиться лупой и реконструировать какие-то элементы облика моряков. Ну или вот это редкий случай, когда на первом плане из частной коллекции, петербургская картина, редкий случай, когда у нас относительно крупные фигуры на первом плане, и можно судить об их облике. А с другой стороны, вот это из военно-морского центрального музея картина посещения Петром I Голландии, и есть мнение, что там матросы изображены. А если мы посмотрим на первый план, это гуляющая публика, которая смотрит на эти маневры, там, это сражение, такое символическое сражение, и тут ни одного матроса вы не найдете. Поэтому нужно очень аккуратно работать с изобразительными источниками, как, впрочем, и с любыми другими. Ну и спасибо, что в XVIII веке к концу ближе развивается такой жанр этнографической картинки, когда началось это все с изображения каких-нибудь диких и экзотических народов, отдаленных, потому что интернета не было, телевидения не было, и посмотреть на что-то экзотическое можно было только на гравюре, или купив набор таких гравюр. А сразу же это становится на поток, начинает продаваться, и постепенно попадают в круг вот этих вот изображений разные люди, в том числе и не очень экзотические с точки зрения европейца XVIII века. Вот эти вот люди, которых трудно отличить от, видите, трудно вычленить из этой массы паденщиков, землекопов, каменщиков, носильщиков, грузчиков, матросов. Трудно разделить их на профессиональные какие-то ячейки, потому что их костюм на самом деле ничем не отличался. Даже голландские крестьяне,
крайняя левая картинка Пикарта — это крестьянин с острова Флиланд. А есть, кстати, дурацкая версия, что это Петр Первый, потому что лицо похоже. На самом деле нет. Для атрибуции изображений похожесть лица аргументом не является вообще никаким. Потому что каждый художник изображает лицо, как видит. И есть просто, ну, если мы подберем вот набор изображений одного и того же исторического персонажа, сделанных разными художниками с натуры, то мы увидим настолько разное изображение лица, что абсолютно несерьезно с точки зрения исчетниковедческой говорить о возможности использования схожести лица как аргумента весомым. Только атрибуты, костюм, там какие-то технико-технологические аргументы могут использоваться. Хотя в непрофессиональной среде это вызывает какой-то все время когнитивный диссонанс. Вот когда это скажешь, люди все время начинают вот, ну, как-то паниковать. Многие вещи с точки зрения профессиональной, они выглядят не совсем так, как с точки зрения людей, которые в процесс не втянуты. И здесь мы видим, кстати, в этом концепции этого костюма, концепцию костюма XVI века еще. Такой костюм примерно носили и дворяне тогда, потому что костюм мужской, его функциональность очень понятна. Она происходит от сочетания его с доспехом. Это прямо считывается предельно четко для Европы, ну, последних 2 тысячелетий, по меньшей мере. И когда готический доспех господствует, который облегает тело воина, только такой костюм мог быть, то есть облегающая куртка с узкими рукавами, ну, штаны могут быть слегка побольше по объему, потому что там, кстати, не только штаны, но и плечи были увеличенного объема изначально, потому что на бедра и плечи падало наибольшее количество ударов, и нужно было чем-то смягчить эти удары. У меня, кстати, было впечатление интересное на одной из исторических реконструкций. Я обратил внимание, там раздевался один рыцарь, и я посмотрел, какой-то Геркулес просто античный бог, вот по фигуре. Потрясающе. Я подошел посмотреть. На самом деле мужик обычных габаритов вполне, просто одетый в поддоспешную одежду. Из-за подкладок на груди и плечах у него плечевой пояс значительно больше, и он еще утянут, понятное дело, в животе, и впечатление, что это какой-то вот, ну, прямо атлет. А если мы еще сравним вот этого человека с крестьянином XVI века, который был сгорбленный тяжелой работой, плохо кормленный, то действительно дворяне, вот рыцари-дворяне выглядели как античные боги на фоне простонародья и лишний раз гордились собой, естественно, потому что они выглядели явно лучше. Но с женским костюмом, кстати, вот вопрос о функциональности женского костюма — это отдельно очень любопытный вопрос. И у меня ощущение, что функциональности в нем гораздо меньше исторически было, чем в мужском. Но это я вступаю на очень скользкую почву, не будем о женском костюме, хотя это тоже очень интересно. Давайте о мужском. Вот здесь у нас вот так выглядели эти матросы. Кстати, на среднем вязаная шляпа, которая могла иметь вид самой обычной шапки петушка, которую все, знаете, носили там в 70-е годы. Это один в один прямо. Она называется монмутская шапка. Она ничем не отличалась от вот обычной современной вязаной шапки. Ну, а это такие прямо залихватские гравюры, особенно вот крайняя левая и средняя. Это очень хорошие голландские художники и гравюры делали. 1695 год, связано там с политическими событиями всякими. Это изображают они празднующих матросов, причем матросов в самом парадном виде, какой только мог быть. Обратите внимание на аксессуары. Вот у среднего в зубах трубка и за поясом запасная трубка. Потому что глиняная трубка с длинным чубуком, а были только глиняные трубки, деревянные трубки — это более поздняя эпоха, очень часто ломались. Поэтому курильщики носили с собой 2-3 трубки, чтобы не остаться без этого приспособления. И обязательно ножи у них, конечно, за поясом, напоминающие финские ножи, кстати. Они уходили, рукоятка уходила в ножны почти целиком, для того, чтобы меньше было шансов, что нож выпадет, когда матрос будет куда-то пробираться. А нож был очень нужен, потому что затянувшийся мокрый узел зачастую не было времени развязывать. Там, если нужно было, скажем, ставить паруса, то на Сизневке, если затянулся узел, там секунды решали, поэтому нужно было резать сразу же, если развязать его невозможно. Поэтому нож обязательно был обязательным элементом костюма матроса. Без ножа матрос не мог выполнять свои обязанности.
Ну, а вот это еще один интересный источник. Это рельеф из Розенборга. Это в Дании, наверху, вот в современном виде, а внизу раскрашенный историками. Ну, собственно, реконструкция его первоначального облика. Мы знаем, что это за сцена. Это матросы, которые в какой-то момент клянутся в верности датскому королю. И мы точно знаем, что это матрос. И это очень важно, потому что если бы не было этого знания, мы бы могли подумать, что это какие-то крестьяне там или горожане небогатые. И у них могли быть какие-то, возможно, какие-то особенности костюма, но вот, то есть очень тонкая, сложная такая история. Ну, а это средиземноморские матросы, тоже не сильно отличающиеся, причем правый — это турецкий. Вот только челма его отличает. Единственное, что он такой более голый, у него такая жилетка на голое тело, и чулок нет на ногах, и шлепанцы. Ну, потому что тепло, и можно было так в немножко более голом виде выполнять свои обязанности. Но в целом это примерно один и тот же комплект. А вот на матросе слева то, что явно вы узнаете как фригийский колпак из эпохи Французской революции. И вот тут интересная перекличка случилась. Фригийский колпак стал важным геральдическим элементом Французской республики после революции, и он воспринимался образованными людьми как отсылок к античности, как символ освобождения от рабства. Потому что была легенда, что якобы рабу, когда отпускали его на свободу, давали красный колпак, и вот это было символом свободы. Но простые французы тоже прекрасно считывали этот символ. Это была просто вязаная шапка, которую носили простые французы, в отличие от треугольной шляпы, которую носили аристократы. И поэтому, когда там толпа врывалась в конвент, неся на копьях эти красные колпаки в качестве знамени, все понимали, о чем это, что мы против аристократов, мы вот поднимаем на щит символ простого француза. И вот эта вязаная красная шапка, она стала еще и политическим символом. Но при этом она была на голове матросов весь XVIII век. Ну и у нас еще есть гардероб Петра Великого. Это отдельная интересная история. К счастью, Петр Великий был почти обожествлен сразу после смерти. Но я бы сказал, что в XVIII веке вот роль Петра и памяти о Петре может быть сопоставлена только с одним явлением в нашей истории. Это роль памяти о Ленине в XX веке. То есть это были фигуры абсолютно сомасштабные вот в сознании XVIII и XX века, и поэтому любые вещи Петра сразу же стали мемориальными. И благодаря этому у нас есть подштанники Петра, рубашки Петра, то есть вещи, которые вообще не сохранились от других людей, и это необычайно ценно. И есть довольно много предметов как бы матросского костюма, но это маскарадный костюм царя, а не настоящий матросский костюм. И он резко отличается от матросского тем, что он сшит гораздо лучше, на нем гораздо больше пуговиц и материалы, абсолютно недоступные простым людям. Например, вот этот левый черный комплект, штаны и куртка, это черный бархат. Бархат был только шелковый. И квадратный, ну там дециметр, скажем, или метр бархата стоил примерно в 30 раз дороже, чем аналогичный кусок самого качественного голландского сукна. А качественное голландское сукно стоило раз в 7 дороже, чем сермяжное сукно крестьянского домашнего производства, которое носили крестьяне в России. Поэтому бархат был настолько дорогим, что его было даже не принято расшивать золотом или серебром. Если суконные кафтаны довольно часто украшали золотным шитьем или галунами, то бархатные предметы ничем не украшали, потому что и так было понятно, что это высший сорт. Бархат начали подделывать, конечно, и поэтому появился плюш. Это хлопчатобумажная подделка под бархат. И поэтому у простой девочки плюшевый мишка, а у принцессы должен быть бархатный мишка. А вот средняя куртка — это хлопчатобумажная ткань, которая называлась китайка. Она привозилась с Китая, и в Петровское время она была дорогой. И она была очень престижной. Хлопок стал дешевым только в XIX веке уже. В Европе имеется в виду. Ну и вот эти, скажем, такого табачного цвета штаны — это сукно. Ну, качественное голландское сукно. Я, кстати, держал в руках эти штаны. Прям вот, повезло прикоснуться к этим предметам. Но нужно быть очень осторожным, понимая, что это все-таки не рядового матроса предметы. А вот рядовых матросов предметы одежды у нас тоже есть. На рубеже 10-20-х годов Центр подводных исследований Российского географического общества поднял в Финском заливе предметы с судна «Архангел Рафаил». Это северогерманское торговое судно, затонувшее в 1724 году у Березовых островов. Оно было затерто льдами. Есть предположение, что они контрабанду ждали, пока им погрузят. Ну и что-то не срослось в этой криминальной схеме. Они слишком сильно задержались, их раздавило льдами, но все остались живы.
Потом еще был довольно долгий процесс судебный по поводу того, кому принадлежат грузы на Архангеле Рафаиле, потому что владельцы претендовали, и претендовали люди, которые их подняли со дна, которые вроде как бесхозное имущество нашли. И поскольку там был деготь, он смешался, покрыл предметы, значит, холодная балтийская вода, довольно пресная, и органика сохранилась идеально. Это, я бы сказал, что прям в мировом масштабе это великолепная находка. Было найдено несколько десятков предметов одежды, самых разных, в том числе вот такие матросские куртки бастроги, 3 просто парусиновых, 1 парусиновая на суконной подкладке, штанов некоторое количество. Причем на борту было 2 взрослых матроса, 2 юнг и капитан. Бастроги явно с юнг, потому что это, на мальчиков лет 10 самое большее, 10-12, и видно, какие они изношенные. Вот по штанам это прям хорошо видно, какие там гигантские заплатки. На бастроге прямо видно, бастрогах прямо видно, что делали в этом бастроге. Там на них на спине потертость, идущая от правого плеча к левому боку. То есть их владельцы тормозили какую-то снасть спиной. И очень сильно вытерты ниже локтя изнутри рукава, потому что тоже прихватывали снасть какую-то, которая скользила вдоль локтя. И это прямо удивительно. Это ценнейший, конечно, источник вещественный, а это еще забавная история. На уровне живота на одном из бастрогов 3 самодельные пуговицы, вырезанные из кожи, причем они разного размера, а родные пуговицы выше начинаются. Видимо, дело было в том, что пуговицы, отрывавшиеся, переставляли. А почему именно с живота снимали родные пуговицы? Потому что был кушак, вероятно, на поясе, который прикрывал это место, и можно было туда какие-то некрасивые пуговицы поставить. Причем они по размеру даже разные. Это просто что смог вырезать, то и вырезал. Это петровские шляпы, они как раз, возможно, ближе к настоящим матросским, вязаные шляпы из такой довольно грубой шерсти, и у них есть регулировочная такая веревочка, петрошелковый шнурочек. Вообще, конечно, у простых матросов была какая-нибудь пеньковая веревочка, но она позволяет по голове регулировать объем этой шляпы. И в целом это все удобная одежда. Вот слева моя прям находка, я ей горжусь. В Национальной библиотеке Франции я нашел акварель, которую датировал началом 20-х годов 18 века. И там прям написано, что это русский матрос в одежде из парусного полотна с багром в руке. Это первое специальное изображение русского матроса, которое вообще есть. Есть в той же серии, это крестьянин написано в подписи, но вообще похоже, что корабельный плотник, потому что у него, видите, тесло и топор в руках, и скобель, вернее, не тесло, а скобель это называется, скобель и топор. И, видимо, художник немножко акварель густовато положил, возможно, в расчете на то, что она выгорит. Но он правильно уловил оттенок одежды матроса, потому что паруса были из пеньковой ткани. Вообще, на всякий случай, пасконный — это какой? Это конопляный или пеньковый, потому что одежда грубая делалась из волокон конопляных, но это не та конопля, которую курят, это разные сорта конопли. Веревки делались из конопли, и паруса делались из конопли. Только самые легкие паруса для небольших шлюпок могли быть льняными. Все остальные были пеньковыми, то есть конопляными, или пасконными. И это одежда из парусины. И парусина новая была вот такого желтовато-коричневого цвета. Потом она отбеливалась в процессе эксплуатации, но не до конца. Здесь хорошо видно вот на этих с Архангела Рафаила предметах, что они тоже такие коричневатые слегка. Они не снежно-белые ни в коем случае. Ну и здесь у нас есть очень похожий, видите, на поднятые с Архангела Рафаила бастрог. Прям вот один в один практически. Они практически ничем не отличаются. Штаны-пузыри тоже очень похожие на штаны с Архангела Рафаила. Или вот на эти петровские штаны на крайних предметах. Сопоставляя таким образом эти источники, можно уже говорить о том, что мы приближаемся к истине. Шляпа вот прям по форме, как петровская. Просто она почему черная? Она окрашена чернильными орешками. И петровская эта шляпа изначально была тоже темная. Там, если залезть между нитями, то видно, что там темная осталась. Это она так выгорела и полиняла снаружи. Она была гораздо ближе вот к такому коричневому цвету, даже еще более темного цвета, чем этот коричневый. Но здесь это хорошо видно. И кушак. Кушак, кстати, русский элемент. Вот европейские матросы могли ходить не подпоясанные, а русские ходили подпоясанные обязательно.
Это уже влияние русской этнографии на этот процесс, потому что говорили, ходит как татарин без креста и без пояса, а опять же распоясаться, откуда выражение. То есть мужчина, который снял пояс, а на одежде зачастую не было пуговиц, и у него распахивалась тогда одежда, и мужчина приходил в безобразный вид, поэтому, значит, нужно было обязательно носить пояс, ну и этот пояс был еще и относительно красивым элементом. Они были обычно из флагдука, это редкая шерстяная ткань, из которой делали флаги. Она недорого стоила, но была довольно яркая. И это придавало такому, ну, в целом серому и некрасивому облику матроса, ну, хоть какой-то элемент престижа. Кстати, есть интересный вопрос, почему солдат было принято одевать достаточно дорого и ярко. Кстати, самое грубое сукно, если оно было окрашено там в красный, зеленый, синий цвет, становилось сразу же престижным предметом потребления, потому что ни крестьяне, ни рядовые горожане цветное сукно не носили. Цветное сукно сразу же отсылало нас к дворянскому потреблению, а солдат старались одеть максимально по-дворянски, чтобы показать, что это не какие-то ну, непонятные люди, это царские слуги, которые выполняют царскую волю. И, кстати, когда проходил первый шок у рекрута от попадания в армию, он понимал, что здесь хорошо. Потому что, во-первых, всегда есть хлеб, у крестьянина он далеко не всегда был. Довольно часто есть мясо и водка. Работа гораздо легче, потому что стоять в карауле или маршировать было гораздо легче, чем пахать или косить. Это вот прям 100%. Солдат иногда использовали на строительстве, ну, так они там копали Ладожский канал, но, во всяком случае, это было не труднее, чем копать лопатой в родной деревне. Это было не всегда. И плюс к этому одежда из яркого цветного сукна, абсолютно недоступная для простых крестьян. То есть понятно, что этот мир имел значительные преимущества перед жизнью в родной деревне, и в XVIII веке русская армия не знает ни одного выступления солдат, недовольных своим положением, потому что они были довольны своим положением. И потому что они были никаких, знаете, там, переходов солдат на сторону Пугачева не было добровольных, потому что солдат был вполне доволен тем, что ему предлагалось. Там при Николае Первом начались уже вот такие сложные моменты некоторые, но в целом в XVIII веке социальный контракт работал. А матрос получал больше солдата. Ну, чтобы так было понятно, матрос рядовой получал в год 24 рубля, матрос второй статьи, а солдат рядовой получал в год меньше 10 рублей, и матрос чувствовал себя важным, ценным, опытным, умелым специалистом, а одежда у него была некрасивая. Почему? Потому что матросов не видно. Солдаты-то пойдут в другую страну походом, так они через каждую деревню пройдут, на них все посмотрят. А матросов никто не увидит все равно. Поэтому матросы старались себя украсить как-нибудь, и вот это вот казенные вещи, они носились не всегда. От матросов не требовали в XVIII веке единообразия. И есть уникальный источник. В 1734 году такой фрегат «Метава» был захвачен французами. Русский фрегат «Метава», потому что была война за польское наследство. Французы в ней официально не участвовали, но неофициально участвовали. А наши взяли в плен 2 батальона французских пехотинцев под Данцигом. Потом разменялись. Но наши там были отвезены в Брест, там посидели полгода, французы у нас посидели, в общем, потом всех вернули, и наши моряки были ограблены. Это было нормально, то есть положено было, то, что надето непосредственно на человеке, попавшем в плен, ему оставить, а все остальное можно было забрать и разделить между соответствующими чинами. Такой порядок существовал до конца XIX века, в общем-то, в большинстве флотов. Ну, не говоря уже о том, что и корабли, товары, там, в случае захвата, они поступали частично в казну, частично выплачивалась премия участникам этого захвата. Поэтому наши все были ограблены. И когда вернулись, то с них взяли показания о том, как с ними обращались в плену и что у них отняли. И каждый матрос и офицер, там около 200 человек всего, перечисляет абсолютно все свои вещи. Это прямо уникальный источник. Там массу можно сделать выводов из него, и цену указывает, и там все, в общем, очень любопытно. И там видно, что у каждого матроса, который прослужил хотя бы несколько лет, есть точно суконный бастрок из цветного сукна,
а то и цветные штаны, шапка цветная какая-нибудь, чтобы вот прилично выглядеть. Но они разного цвета, и матросская команда была до екатерининского времени точно очень пестрой. Вообще в Англии костюм рядового матроса официально был регламентирован только в 1857 году. Ну, неофициально это случайно началось в наполеоновские войны, но к облику матроса предъявляли гораздо меньшие требования, чем к облику солдат. Но вот этот рисунок бесценный совершенно, потому что он еще и показывает нам матроса с орудием профессиональным. Это то, что называется отпорник сейчас. Это вот багор, которым нужно отталкиваться там от пристани или удерживать, скажем, лодку где-то. И там характерная форма у него еще есть, археологические вот находки таких же наконечников этих багров. Это действительно очень хороший источник. Но вот есть вот такие рисунки, они, скорее всего, ну, тут есть версия, что 50-е годы, а может быть, даже это конец 20-х годов. Там есть разные гипотезы, но вот тут мы видим тоже матроса на носу в немножко другой одежде, он тоже бытовавший на корме, квартирмейстер, унтер-офицер в таком кафтане, больше похожем на дворянский. Офицеры, другая категория моряков, выглядели совершенно по-другому. Это дворянский костюм, придуманный Людовиком XIV в 60-е годы 17 века. И когда задают вопрос, а как же в нем можно было работать? Дело в том, что он был специально придуман для того, чтобы показывать, что человеку, который его носит, не нужно работать. Он дворянин, он распоряжается. Хотя элементы функциональности, конечно, в нем есть. Вообще в любом костюме на самом деле есть элементы функциональности. Просто они работают в своем месте. И туфли на шпильках, они вполне функциональны для паркета. А для туристического похода они не функциональны. Но в своей среде туфли на шпильках вполне функциональны. Ну, пиджак тоже мужской, современный, далеко не самая удобная одежда, но вот в контексте аудитории лекционной он достаточно функционален. А в контексте спортивного зала не функционален. И этот костюм был придуман... Функциональность его в чем? Его юбка имеет очень много складок, и когда человек садился верхом, она красиво ложилась на круп лошади и не сковывала его движение. Но еще и красиво смотрелась. А рукава вшиты были под прямым углом в корпус, а не как сейчас, когда они опущены. И они еще подкроены как банан, эти рукава. То есть естественное положение руки было вот такое. Это первая позиция фехтования. То есть человек в этом кафтане довольно свободно мог двигать рукой для того, чтобы фехтовать, потому что шпага и трость. Это два предмета, которые могли оказаться в руках вот этого господина. Ну, табакерка еще. Но ни лопата, там, ни коса, ни плуг, ни мотыга. И когда солдаты, например, строили укрепления, они кафтаны снимали, и камзолы снимали, и работали в рубахах, потому что неудобный был костюм. Что касается больших рукавов, больших обшлагов, тоже интересная есть тенденция. Чем больше обшлага, тем короче рукав. Чем меньше обшлага, тем длиннее рукав. Почему? Был момент в конце 20-х годов, когда обшлага стали гигантскими. Они вот просто вот такой примерно были ширины от руки. Но зато на опущенной руке они где-то вот здесь вот заканчивались. Когда человек садился за стол, он делал вот такое движение. Обшлага эти громадные уезжали в сторону локтей и не мешали кушать, брать бокалы. Человек не смахивал там куски еды с тарелки этими обшлагами. А если обшлага уменьшались, это к концу XVIII века произошло, и они стали совсем вот узенькие, то тогда рукав удлинялся, потому что они не мешали за столом работать ложкой и вилкой. Так что вот эта функциональность минимальная все равно в костюму была присуща даже, казалось бы, самому нефункциональному. Ну и никакого офицерского мундира не было, так же, как и матросского. По краям у нас две гравюры, изображающие Лефорта и Крюйса, а в центре современная реконструкция их костюма по этим гравюрам. Нужно было еще и показать свой ранг. Чем больше золота было на одежде, тем выше был ранг носителя этой одежды. Ну и здесь сразу видно, вот у Крюйса, кстати, камзол парчевый, а кафтан без отделки. Это тоже был такой модный ход, когда кафтан был вроде бы как простой, из просто дорогого сукна качественного. А вот камзол уже был весь залитый золотом, и получалось изящно. То есть можно было этот кафтан распахнуть и показать свое
богатство. А у Лефорта такой, я бы сказал, стиль милитари. Вот милитари XVIII века — это много металлических галунов на одежде и контрастные обшлага по отношению к основному цвету одежды. Сразу же вот такие костюмы носили либо военные, либо охотничьи костюмы строились по этому же принципу. Но это ровно как вот сейчас там человек в камуфляже идет на охоту там, или куда-то в туристический поход. Кирасы, кстати, были исключительно декоративным уже элементом к этому времени для больших начальников. И они просто указывали на портрете, что это военный. Так их в обычной жизни, как правило, не носили. Но это вот любопытный портрет Лефорта. Я его показываю как казус, потому что Лефорт явно вот это не носил в повседневной жизни. Это символический портрет, написанный во время Великого посольства, изображающий Лефорта как посла Европы в России. То есть он в парике, с одной стороны, то есть европейский элемент костюма, чулках и башмаках, тоже европейских. А кафтаны, шуба на нем, и кушак, и шапка русские. И, кроме того, там, заметьте, отдернут занавес, и статуя женщины видна. Это явно образ России, который отдернули шторы, так сказать, пустили свет просвещения туда. И вот Лефорт как раз человек, который олицетворяет собой вот это просвещение. Хороший парадный портрет с атрибутами, когда становится понятно, кто это такой. Кстати, на столе китайский шелк с драконами. Тоже отсылка к тому, что это человек, который на Востоке подвязался. Ну а вот слева портрет Чернышова Григория Петровича, который был, по-современному говоря, начальником тыла флота. Он написан около 1727 года. Это типичная одежда человека генеральского ранга или адмиральского вот позднепетровской эпохи. А Петр на этом портрете Каравакка, изображенный, написанный в того, что в 1716 году Петр командовал Соединенной русско-датско-голландско-английской эскадрой, и это был для него личный триумф как моряка. Написан в связи с этим портрет, он в преображенском мундире. Но поскольку там корабли на фоне, то существует неверное утверждение, что якобы это какая-то морская форма. На самом деле это совершенно не так, это просто преображенский мундир, который моряки не носили, как правило. Ну и завершим эту историю. В 1735 году в России была введена первая регламентированная в мире форма парадная для морских офицеров. И она выглядела вот таким образом. Слева капитан первого ранга, современная реконструкция. Справа сохранившийся портрет адмирала Дмитрия Мамонова. Опять же, ваш ранг определяет процент золота, который на вас надет. Ну и куда ж без рекламной паузы. У меня несколько лет назад вышла книга «Русский морской костюм» от Петра Великого до Елизаветы Петровны. Я думаю, что в этом году случится сильно переработанное переиздание этой книги в соавторстве с Борисом Вадимовичем Мигорским. Но она будет посвящена только Петровской эпохе, но она будет сильно расширена и углублена, потому что за последние годы много чего удалось нового найти по этому вопросу. Картинки прекрасные нарисовал Андрей Анатольевич Тронь, прекрасный художник, который здорово рисует и парусные суда, и исторические фигуры. Ну и получилось всем очень красивое издание. Ну а подводя итог, я бы вот такую шутку пошутил. Заодно интерактива немножко. Вот назовите ко мне, ну, скажем, 5 предметов, именно предметов. Не пищевых продуктов, не каких-то культурных явлений, а предметов, которые, ну, скорее всего, связываются с Россией для иностранцев. Ну, являются сувенирами расхожими, какими-то. Матрешка, отлично. Балалайка, ушанка, чарка, лапти. Ну, может быть, ватник, ложки. Значит, смотрите, да, это самовар. Если мы проанализируем этот список, то мы увидим, что ни одного предмета, ну, почти ни одного предмета в этом списке нет, который появился бы до середины XIX века. Матрешка — это японская кукла, которая изображала гейшу. Она еще, извините, и раздевалась, потому что по мере развинчивания матрешки гейша была все более голая, которую привезли в 80-е годы русские моряки в Россию, и ее тут, ну, как бы сказать, адаптировали. Ватник — это китайская куртка ватная, которая в русско-японскую войну впервые начала использоваться, а потом в Первую мировую войну уже, значит, на ее базе сделали ватник. Ушанка вообще в армии в 1940 году была введена только, но на флоте в 27-м и называлась шапка Нансена.
потому что изобрел ее Фритьоф Нансен, и она, как ни странно, не происходит непосредственно из треуха там какого-то средневекового. Дальше, самовар. Ну, самое раннее появилось в 40-е годы 19 века, может быть, даже позже, потому что нужно отличать самовар от бульетки. Самовар — это единый агрегат, в котором топка, труба и бак для воды соединены вместе. А бульетка — это чайник, ставящийся на какую-то спиртовку, которая была с 17 века, как такой походный кипятильник, но это не самовар. Что еще? Балалайка. Балалайка перепилена была, к народной балалайке современная балалайка не имеет почти никакого отношения, потому что ее Андреев создал заново, и создал из нее нормальный музыкальный инструмент, что эти народные балалайки, там полено с одной струной, на которой играли до Андреева, но она мало похожа на теперешнюю балалайку. Что мы еще? Видите, лапти, вот действительно, они довольно давно существовали, но как рабочая обувь, потому что только уже в XIX веке, когда совсем распахали все, что можно в Центральной России, скота количество постоянно уменьшалось, кожа дорожала все время, и кожаная обувь стала абсолютно недоступна для простых людей. Валенки еще, может быть, вы скажете, но валенки с голенищами появились только в конце XIX века. До этого были чесанки, это валенки без голенища, которые носили как домашние тапочки. И они принципиально другое место занимали в гардеробе, в отличие от классических валенок. О чем эта история свидетельствует? О том, что мир меняется очень быстро. И то, что нам кажется какой-то исконно-посконно русской реальностью, на самом деле появилось в лучшем случае меньше 200 лет назад. А та же водка 40-градусная, это стандарт 1895 года. И так по всему. И если мы начнем перебирать любые эти народные предметы любого народа на Земле, то мы увидим, что все это 100-150 лет в глубину самое большее. Когда мы возьмем реальные предметы, которые русский крестьянин использовал в начале XVIII века, мы увидим, что, знаете, там плохо узнаваемые вещи. Лапти узнаются, конечно, на этом крестьянине, да, а все остальное, тот же армяк, скорее его сейчас халатом назовут, даже слово армяк выпало, потому что армяк — это одежда халатообразного покроя, которая запахивалась, сильно находила одна пола на другую, и на кушаке он держался. И это была основная мужская одежда. Она была не то что зимняя, она была и зимняя, и летняя, какая угодно, из домашнего сукна этого сермяжного. Но сейчас сказать, что ее лапти узнает современный подросток. Армяк современный подросток, шинелью, может, назовет еще. Может быть, мы присутствуем при новом, при реинкарнации армяка. Но в целом это и шапки форма тоже, ведь согласитесь, хотя это стандартная восточноевропейская шапка-кораблик 17-18 века, распространенная в России, Польше, Венгрии, во всем этом ареале. И она имела отгибающиеся края, можно было ее на уши навернуть, можно было поднять, и она в таком менее теплом варианте могла функционировать. Кстати, тоже интересный момент. Сейчас полностью ушло это из нашей бытовой культуры. Мы привыкли к тому, что у шапки околыш есть, да? А у одежды меховой воротник какой-то может быть. На самом деле и околыш, и меховой воротник — это просто отвернутая подкладка. То есть в XVIII веке шапка была меховая внутри вся, и у нее отворачивался край. Или шуба была вся меховая, и у нее отворачивался воротник. А потом люди научились фальсифицировать предметы, и вы могли сэкономить, то есть вместо меха на всю шубу ставите воротник, а все первоначально думали, вся шуба соболья, а только воротник соболей. И с шапкой та же история. Манишка, видите, тут в XVIII веке здесь вообще галстук, такой в виде длинной ленты с заколкой, который опущен вниз, прикрывая разрез на камзоле. Но вообще уже в середине XVIII века обязательно носили поверх нижней рубашки манишку или полурубашку, которая закрывала грудь мужчины. И когда камзол носили расстегнутым, то можно было видеть тонкого полотна эту манишку, на которой нашивали складки вертикальные. Или могли нашивать кружева, или могли нашивать такой декоративный элемент в виде
полоски ткани, которая имитировала как бы край разреза вот этой рубашки, которого не было на самом деле. А все рубашки нижние надевались через голову, у них был разрез на груди, а застежки не было. Были завязки у шеи, поэтому если бы вы не надели манишку, то можно было бы там волосатой грудью посветить, что было неприлично. Поэтому манишка выполняла две функции, ну и закрывала разрез на рубашке, и к тому же она могла быть из гораздо более дорогого полотна, чем ваша основная рубашка. Что касается, кстати, манжетов, то тоже могли быть манжеты с ну, либо кружевами, либо с такими декоративными полосками тонкого полотна. Даже у солдат. Вот Суворов требовал наличия таких манжетов в полковом учреждении. И в полковом учреждении Суворов выступает как самый обычный командир полка, который требует и пудриться, и вот носить всю эту дворянскую одежду как положено. Это он чудить начал, когда он в генералы вышел и полководцем стал. А пока он в генералы не вышел, он не чудил, а делал то, что было положено. Ну и на самом деле еще один вывод из всего того, что я вам рассказал. Одежда — это культурный код, это такая вот ну, достаточно живая история, рассказ о которой можно передавать разные исторические смыслы, но которые имеют гораздо более широкое значение, чем вот, собственно, сама по себе одежда. Вот спасибо за внимание, я готов ответить на вопросы.